G20 BTS Bluetooth 5.0 пульт с аэромышью, с гироскопом на канале Технозон. Поехали. Вы знаете, вот есть у меня G20S, и когда выпускают вот нечто подобное на Bluetooth, ты ждешь какого-то развития, потому что это вышло намного позже, чем G20S, и ты думаешь, ну, то есть они абсолютно идентичны, и ты думаешь, ну, наконец-то сделали чего-то там подобное или лучше, и ты думаешь, я наконец-то избавлюсь от донга, либо смогу его подключить к какому-нибудь стику без USB, и будет он отлично у меня работать. Но это не тот случай. А стоит он на Алиэкспрессе $9.28, а 20S стоит $8. То есть я считаю, что вот 20S я сразу могу сказать, что он лучше. И приведу сейчас доводы и покажу, как работает этот пульт. G20 BTS, вот мы видим, что у нас есть одна программируемая кнопка через инфракрасник. Для того, чтобы сопрячь пульт, нужно зажать назад и ОК и выбрать, добавить Bluetooth устройство. Он работает только с Bluetooth. Ну, больше здесь ничего такого интересного не написано. Выходим. Вообще ссылочка на этот пульт лежит в описании под видео, как и на G20S. Так вот, почему G20S лучше, я считаю, я вам сейчас это все покажу наглядно. Тестировать мы его будем на Yugus AM6 Plus. И подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие, самые правдивые, честные и хорошие обзоры. Но я говорю вам, хавабанга, ребята, это же вы были. Поехали. Мы сейчас с вами на Yugus AM6 Plus, пульт подключен. Конечно же, он как обыкновенный пульт, Bluetooth работает лево, право, низ, вверх. У нас работает мышь нормально, но при этом у меня есть пульт второй. Ань, подай, пожалуйста, нам вот второй пультик, который лежал. Мы сейчас тестируем, чтобы вы понимали, как у нас происходит процесс тестирования. Например, вот у нас есть Q6 пульт, да, их, допустим, там 2 штуки. Вот 2 штуки. G21, вот мне подали еще один пульт. G21 Pro, вот этот вот, или Q7, 2 штуки. То есть мы покупаем сейчас по 2 штуки для того, чтобы максимально как-то понимать, что они одинаковые. Так вот, в случае с G20 BTS у нас попался второй брак. То есть мы сейчас в него вставляем две батарейки. Ну, я должен вам это показать. Если бы ко мне пришел не брак, но я как бы говорю так, что один работает, у него отлично работает мышь. Как подвязать второй пульт, сейчас я вам покажу. Вот давайте, пульты, аксессуары. Нажимаю добавить устройство, зажимаю здесь назад и ОК. У нас моргает. Выбираем G20 BTS. Давайте ждем. Подключится, не подключится. Он у меня, кстати, и подключался первый раз. В край проблематично. О, мышь побежала куда-то. Вот это вот происходит на этом пульте. То есть здесь, если я сейчас отключу мышь и буду пользоваться этим пультом, то у меня как бы все отлично с мышкой, все никуда не бежит. На этом пульте, как только я включаю мышь, у меня происходит вот такая вот фигня. Мышь бегает куда захочет, вот куда повернул, туда она и побежала. То есть здесь поломан гироскоп. И написано, что можно откалибровать. Как мы его не калибровали, у нас ничего не получилось. То есть одна из мышей пришла бракована. Это первый момент. Отключаю ее сразу, для того, чтобы она нам не морочила мозги и не путала нас, откровенно говоря. Давайте откинем батарейки с нее. Берем обратно эту мышь. Вторая мышь работает отлично в плане техническом. Итак, кнопка мыши работает, включает аэромышь. У нас все так же, как на G20S, работает, допустим, регулировка громкости. У нас есть с вами навигационные кнопки мультимедиа. Давайте включим YouTube. Включим любой ролик на YouTube, мне не важно, какой это ролик. Вот он проигрывается, нажимаем на паузу, паузить, следующее видео, включает следующее видео. Давайте. Ну, тут как бы у меня вопросов нет. То, что у нас здесь нет голоса, это вы уже, наверное, поняли. При нажатии на поиск, ну, кнопку поиска, то мы вываливаемся в обыкновенный поиск. На G20S вы само собой понимаете, что там есть голос. При нажатии на голос у нас будет работать голосовой поиск, при том, что формат клавиатуры абсолютно одинаковый. Поэтому G20 BTS уже в этом проиграл. Но есть еще одно но.
Если мы здесь войдем с вами в обыкновенный поиск, ну давайте в него зайдем, и начнем печатать на клавиатуре, то мы на ней не можем печатать, потому что здесь ОК выдает Enter. То есть мы, получается, не можем нормально набирать на клавиатуре буквы. В том же G20S это все происходит абсолютно нормально и правильно, как я это считаю, если ее использовать для голосового пульта. То есть если бы здесь был голос, и мы, допустим, набрали что-то голосом и нажали ОК, ну давайте мы сейчас симулируем такой подход. Например, давайте там самый лучший фильм, а он у нас выведется в другой вариант. Мы сейчас попробуем с вами по-другому сделать. Самый лучший фильм. То есть, если бы работал голос, то он бы автоматически вообще вываливался. То есть, вот этот вот момент того, что с кнопкой ОК придется что-то решать, на приставках с root можно переназначить эту кнопку на нормальную работу этой центральной кнопки. Если в Android TV там вообще с этим, по-моему, ничего нормально сделать нельзя, можно попробовать забиндить, но не гарантирую. И в целом получается для меня абсолютно бесполезный пульт. То есть, голоса нет, набрать ничего на клавиатуре нормально не могу, и все. И что для меня получается? Для меня это невыгодный пульт. Работать это будет кнопка ОК только на Linky Keyboard, на кастомной клавиатуре. Давайте ее установим из технозон инсталлера. У нас есть, кстати, мы всем давали такую прекрасную клавиатуру Linky. Устанавливаем. Давайте. Открываем. Пойдем в настройки, выберем, само собой, эту клавиатуру. Клавиатура Ленбек. Текущую клавиатуру выберем Ленбек. И давайте посмотрим, что у нас получится. Тогда вот это вот, голосовой поиск мне не нужен. Тогда на Linky клавиатуре это будет работать. Но это абсолютно не работает, допустим, в NVIDIA Shield и во всем остальном. То есть мне неудобно такое исполнение. И зачем мне это надо? Поэтому я уже сразу готов проходить и резюмировать данное видео. Мы не рекомендуем покупать вот это Bluetooth недоразумение. В принципе, если бы доработали голос и придумали что-то с кнопкой ОК, ну, мы бы тогда это рассматривали как нормальную замену G20S. На текущий момент я считаю, что G20S несомненно лучше. Ссылочка на G20S лежит в описании под видео, как и на этот G20BTS. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребята.